Привет, мои дорогие друзья! Вот и закончился мой отпуск. Я классно отдохнула и вдохновилась новыми идеями. В комментариях вы меня просили сделать прозрачного дракона. Вы все готовы? Мы начинаем. Дракона я буду делать из плотной прозрачной пленки. Ее продают в любом хозяйственном магазине. Метражом. Если нет возможности купить эту пленку, то вы можете использовать любую прозрачную плотную обложку для книг. Но, конечно, пленку лучше взять потолще. Она должна держать форму. Из пленки вырезаем размер листа А4. Теперь мы с вами нарисуем форму нашего дракона. В комментариях очень много вопросов касаемо размеров деталей. У меня нет стандартных размеров. Я все делаю по своей руке. И вы делаете точно так же. Сейчас мы с вами нарисуем боковые части дракона. Как вы видите, лист у меня свернут пополам. Отмечаю линию верхней челюсти. Теперь мы с вами начинаем рисовать зубы. Вот так у нас должно получиться. Если ваш маркер немного растекся, его легко можно стереть с помощью проспиртованной ватки. Вырезаем заготовку. Обрезаем лишнее. Вот такая деталь должна у нас получиться. Видите, я примеряю ее по своей руке. И вы делаете точно так же. Таким же способом делаем нижнюю челюсть. Вот такая нижняя челюсть должна у нас получиться. Вырезаем ее. Точно так же обрезаем лишнее. Заготовки челюстей готовы. Теперь мы с вами будем делать верх и низ дракона. Лист складываю пополам. Вот на этом моменте нам с вами придется потрудиться. Клеенка не фиксируется, поэтому стоит запастись терпением. Форму необходимо как можно точнее поставить на пленку.
и провести необходимые линии. Не забываем нарисовать бортики. Если у вас не получается зафиксировать форму, можете нарисовать форму приблизительно. Ну или есть еще один вариант. Можно нарисовать бумажную форму челюсти и приложить ее к пленке. Затем обводить. Нарисуем бортики. Полученные детали вырезаем. Разрезаем заготовки пополам. Часть деталей готова. Берем еще одну часть пленки, складываем пополам. На ней я нарисую ушки. Ушки вы можете нарисовать любой формы, какой вы захотите. Ушки у меня будут в форме большой разбрызганной капли. Вырезаем. Вот так у нас должно получиться. Начинаем собирать дракона. Для того, чтобы скрепить все детали, нам понадобится двухсторонний скотч. Отрываю необходимое количество скотча. Скотч у меня широкий, поэтому я отрежу такую ширину, которая мне понадобится. Ненужные линии стираю проспиртованной ваткой. Теперь двухсторонний скотч приклеиваю к заготовке. На скотче убираю защитный слой. Ну а теперь начинаем с вами собирать дракона. Чтобы все у вас получилось, повторяйте за мной.
Вот такая челюсть у нас получается. Продолжаем дальше собирать. Вот такая верхняя челюсть у нас получилась. Точно так же собираю нижнюю челюсть. Вот такие челюсти у нас получились. Обычным скотчем соединю их между собой. Вот такая челюсть у нас с вами получилась. Рога буду приклеивать при помощи обычного клея-карандаша.
Нарисуем с вами глазки дракончику. Нарисуем носик. Вот такой прозрачный дракончик у нас получился. Как вы думаете, может ему чего-то не хватает? Вот и я подумала о том же. И решила добавить немного деталей. Посмотрите внимательно, что у нас получилось. Я думаю, что у вас тоже получился примерно такой же дракон. Дальше я вам покажу, что я еще придумала. Дракончику я решила нарисовать розовый язычок. А еще я его украшу синими пятнышками. Позже ушки обведу таким же цветом. Для своего дракона вы можете выбрать другой цвет, который вам понравится. Вот такой прозрачный дракончик у меня получился. И назвала я его Пузырик. А в комментариях напишите, как вы назвали своих дракончиков. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте нажать колокольчик, чтобы не пропустить мои самые новые и интересные видео. Напишите в комментариях, каких драконов мы будем с вами делать в следующих видео. Всем пока-пока, оставайтесь со мной!